Ханой – город чрезвычайно оживленный. Ежедневно огромное количество людей снуют по его улицам, как на своих двоих, так и на мотобайках. Такое большое количество жителей вынуждает город экономить пространство, и экономия эта проявляется буквально во всем, в том числе и архитектуре, и расположении домов, которые порой больше похожи на пчелиные соты. Интенсивно ведется строительство и часто без надлежащего на то разрешения. Отсутствие места и контроля за незаконным строительством привело к абсурдной ситуации, в то же время ставшей развлечением для многих путешественников. И дело вот в чем. Часть железнодорожного пути во втором по величине города Вьетнама оказалась среди жилого квартала. Этот колоритный кусок железнодорожного полотна Ханоя тянется от центрального железнодорожного вокзала на юг, параллельно Большому проспекту Ле-Дуан. Можно увидеть на карте. Спорный вопрос. Стали бы вы хвастать тем, что мимо окон вашей гостиной регулярно курсирует поезд? Но так или иначе, тем, кому так невероятно повезло, остается лишь философски отнестись к сложившемуся порядку вещей и не обращать особого внимания на туда-сюда гуляющий паровоз, а также и на желающих посмотреть на диковинку. Собственно, в чем жители Ханоя очень даже преуспели. Местные жители хорошо знают расписание поездов. К моменту приближения очередного рейса они буквально растворяются. На месте же играющих детей, женщин, хлопотавших по хозяйству, торговцев и местных сплетников внезапно вырастает стальная махина. Люди, которые живут на этой улице, не замечают колорита, и проходящий поезд для них так же обычен, как и для нас автобус. Старики сидят возле своих домиков так же, как в других районах города, а когда идет поезд, оставляют стулья подальше. Дети бегают и играют на рельсах, взрослые спешат по своим делам. Прямо на рельсах идет торговля, на веревках сушится белье. Пассажиры проходящего поезда заглядывают в чудо-кухню и жизнь через открытые двери и окна. На улице перед рельсами хозяйки стирают, варят обед на горелках, делают педикюр. На первом этаже домов располагаются кафе и парикмахерские. Автомобилю на эту улицу не попасть, а вот мопед или велосипед проедет по обочине. На этом двухколесном транспорте и передвигаются местные жители. И мимо них спешат поезда, унося случайных свидетелей колоритной городской ханойской жизни куда-то дальше. По выходным 6 поездов проходят по участку улицы Трейн-стрит, но только 2 из них идут в светлое время суток, когда хорошо делать фотографии. В будние дни идут 4 поезда, и все в темное время. В последнее время улицу стали иногда перекрывать и не пускать на нее любопытных туристов. А недавно там принудительно позакрывали спонтанные придорожные кафе, где любопытствующие частенько ожидали поезд, попивая кофе.
В связи с этим мы не знаем, удастся ли вам попасть в это колоритное место, но попытаться точно стоит. От того, что жители знают расписание, безопаснее ситуация не становится. Трудно представить, сколько несчастных случаев ежегодно происходит на этой улице. Но люди, несмотря на опасность, здесь живут добрые и приветливые.